Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике разбор компании сектора здравоохранения, индустрии планов страхования. Компания CVS Health Corporation. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к CVS Corporation и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. CVS Health Corporation – это инновационная компания в области здравоохранения, которая купила в 2018 году за 70 миллиардов долларов крупную компанию по управлению медицинского страхования под названием Aetna. И что они пытаются сделать? Они пытаются забрать всех участников, которые имеют планы медицинского страхования, порядка 105 миллионов пациентов, и направить их в свою аптеку и выполнить предписание по страхованию здоровья, чтобы попытаться сократить расходы на здравоохранение, сократить количество посредников и предоставлять тем самым услуги полного спектра страхования, обслуживания и лечения. Компания также внедрила в свою сеть аптек медицинские пункты, в которых находятся практикующие медсестры, и они предоставляют базовые медицинские консультации по разумной цене. Цель компании – создавать простые и эффективные решения, которые позволяют сэкономить деньги. И мне нравится эта бизнес-модель, которая в перспективе трансформирует сектор здравоохранения на новый уровень и послужит компании в завоевании новых рынков. Теперь давайте посмотрим на ключевые параметры бизнеса. Хочется отметить, что компания занимает 4-ю строчку в рейтингах Fortune 500, который ежегодно публикует список мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании. Это фантастическое достижение. Компания имеет порядка 10 тысяч торговых точек, то есть розничных магазинов по продаже товаров для здоровья, хорошего самочувствия, личной гигиены и красоты, а также товаров общего назначения, закусок и продуктов. Имеет 68 тысяч розничных аптек. За 2020 год было выписано порядка 2,5 миллиардов рецептов по лечению пациентов, и у компании порядка 4,5 миллионов пациентов, которые обслуживаются в аптеках ежедневно. Это потрясающие цифры, у компании обширная база, уже сформированы производственные площади, и давайте теперь посмотрим на финансовые показатели. Посмотрим, сколько компания может стоить через 10 лет и по какой стоимости она торгуется в настоящее время, чтобы определить для нас потенциальную доходность инвестиций. Выручка компании разделена на две категории. Первая состоит из 77% – это розничные аптеки, и 23% – это торговые точки, которые продают различные продукты, закуски, товары общего назначения и так далее. Касаемо сводки доходов компании за 2020 год, то практически 191 миллиард долларов, а это 70% от общей выручки, принес сегмент продажи продуктов, которые по большей части занимают фармацевтические препараты. Также выручку приносят сегменты различных премий, предоставляемых услуг и других инвестиционных фондов. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд. Чистая прибыль растет также. Свободный денежный поток растет, количество акций, находящихся в свободном обращении с 2019 года, держится на одном уровне. Компания в 2018 году в целях покупки компании Aetna взяла на себя долговые обязательства и сделала дополнительную эмиссию, выпустила в рынок свои акции, тем самым привлекла дополнительный капитал для данного приобретения. По программе обратного выкупа я расскажу позднее. Чистая маржинальность за последние 10 лет снижается, но в планах компании в последующем периоде увеличить прибыль и вернуться к своим историческим значениям по маржинальности в районе 3-4%. Рентабельность активов инвестиций и собственного капитала после приобретения компании Aetna в 2018 году сложились в 2 раза. В этом отношении ROE имеет среднее значение по рынку
и этот параметр отображает соотношение чистой прибыли компании к ее собственному капиталу. И компания после трансформации своего бизнеса потребуется некоторое время для стабилизации своих показателей, в первую очередь снижение долговых обязательств, что в конечном итоге приведет к росту свободного денежного потока, увеличению рентабельности и фундаментальной устойчивости. Что касается дивидендной доходности, то компания на протяжении последних 3 лет не увеличивает дивидендные выплаты. В настоящее время дивидендная доходность составляет 2,36%. Процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 26%. По долговой нагрузке по итогам работы за 2020 год она составляла чуть более единицы, то есть долговые обязательства были больше собственного капитала компании, что является выше допустимого параметра. Следует отметить, что компания держала долговую нагрузку в приемлемом для себя уровне, и ее операционная прибыль покрывала данные обязательства. Долговая нагрузка держится выше единицы с момента приобретения бизнеса, и как видно по графику, с 2018 года данный параметр снижается, что говорит нам о грамотном подходе руководства компании. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал последние 5 лет растет. В этом отношении вопросов не возникает. Также хотелось бы привести данные из годового отчета за 2020 год, в котором компания говорит: мы понесли и приняли на себя значительную задолженность, которая увеличила наши консолидированные процентные расходы и может негативно повлиять на гибкость нашего бизнеса и увеличить наши затраты по займам. Для завершения приобретения АЭТНа мы привлекли долговое финансирование в размере примерно 45 миллиардов долларов, в связи с чем приостановили обратный выкуп акций до тех пор, пока не достигнем желаемого отношения заемного капитала к собственному капиталу. В 2016 году до момента приобретения Советом директоров компании была одобрена программа обратного выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов. В настоящее время остается порядка 14 миллиардов долларов по программе обратного выкупа акций. Что касается инсайдерских сделок, то за последнее время была совершена сделка инсайдером в феврале 2021 года. Инсайдер покупал акции компании по стоимости $72 за акцию на общую сумму 216 тысяч долларов. Также, как дополнение, я приведу информацию по покупке инсайдером компании Cigna, конкурента CVS Health. Сделка была совершена 10 и 11 августа этого года. Эту информацию можно воспринимать как увеличение спроса на продукцию и услуги в сфере здравоохранения, как уверенность в компаниях и перспективу роста в этой области, как следствие увеличения выручки и прибыли на будущий период. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, то по данному слайду можно заметить, как CVS с 1995 года по настоящее время росла на уровне индекса S&P 500 в среднем на 11% в год с учетом реинвестирования дивидендов. Если смотреть на отрезок времени с 2015 года, то в этом плане среднегодовая доходность CVS ниже доходности индекса S&P 500, ниже группы здравоохранения, который включает в себя 63 компании, и ниже индекса группы розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходимости. Давайте теперь ознакомимся с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз «строгая покупка». Прогноз основан на мнении 9 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий период, то есть 12 месяцев, средний консенсус-прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $99,5 за акцию, что выше текущих отметок на 17%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $108, наименьшая $83. Все аналитики склоняются к росту данного актива. Давайте теперь посмотрим на прогноз по выручке и прибыли, который компания ставит перед собой. Касаемо прогнозов самой компании на будущий период, то в этом отношении видно увеличение выручки и прибыли. Увеличение выручки в последующие 3 года будет составлять примерно на 5% в год. Увеличение прибыли будет несколько выше роста выручки, соответственно, вырастет маржинальность бизнеса. В 2021 году ожидается увеличение прибыли на акцию на 37%, в 2022 году на 9% и в 2023 году на 5,7%. Касаемо прогнозов компании на 2021 год, хотелось бы отметить увеличение ранее принятых планов компании по скорректированной прибыли на акцию, а также на увеличение денежного потока. Безусловно, это хорошие новости, что компания опережает свои прогнозы,
и ставит куда большие планы на будущий период. По моим расчетам, для нормализации долговой нагрузки и возврата ее на приемлемый уровень для компании уйдет приличное количество времени до 2025-2026 года. И тогда у компании высвободится часть свободного денежного потока, который может быть направлен на обратный выкуп акций, увеличение дивидендной доходности и развитие бизнеса. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акции на последующие 10 лет методом денежного потока и на основе стоимости компании. По моим расчетам, средняя стоимость акции будет составлять $161, то есть я взял среднее значение по 50% от каждого метода расчета. При расчете стоимости акции на основе метода денежного потока я получил стоимость к 2030 году $182, на основе стоимости компании $140. Применил при этом рост показателей денежного потока и рост EBITDA, исходя из достигнутых ранее показателей за 10-летний период. И данный рост и применил и для будущих финансовых потоков, предполагая, что компания будет и дальше такими же темпами развиваться. Но стоит отметить, что на 2021-2023 года я применил прогнозные показатели компании по прибыли, а после этого применил фактическую доходность, которая сложилась в период с 2011 по 2020 год. По росту свободного денежного потока также применил 4% рост, как и показатель EBITDA. В данный расчет я не включал освободившийся свободный денежный поток, который появится после погашения долговых обязательств. По моим прогнозам, произойдет это в районе 2025-2026 года. И тогда мы бы получили еще большую прогнозную стоимость, но делать я этого не стал, применяя тем самым консервативную стратегию, чтобы быть уверенным в будущей доходности. Поэтому давайте оставим для себя этот запас. А теперь определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акции $84-85 на горизонте 10 лет будет составлять практически 22%. Это потрясающий показатель. Возвратный капитал при этом составит порядка 3,5 раза. Эта доходность выше средней доходности рынка, и меня этот рост устраивает. Компания находится в недооценке. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы инвестицию в данную компанию хорошей инвестицией или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. А по таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоить акция, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. И чем будет меньше стоимость акции, тем большую доходность мы получим. Давайте теперь подведем итог по оценке базовых мультипликаторов. PE равен 15,6, что является допустимым уровнем и средним показателем компании за последние 10 лет. По мультипликатору P на S он равен 0,4, что также является допустимым параметром. По мультипликатору P на B, который равен 1,5, также нет вопросов, данный параметр в норме. По цене акций к свободному денежному потоку выглядит привлекательно, нет вопросов. По рентабельности собственного капитала компания немного не дотягивает до 12%, но это не так критично. Акционерный капитал за последние 3 года растет, в среднем на 22% в год. Маржинальность бизнеса равна 2,6%, находится ниже своих исторических значений, и хотелось бы видеть этот параметр на уровне 4-5%. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022-2023 году ожидается увеличение выручки и прибыли. Аналитики ожидают рост стоимости акций от текущих отметок на 17% в ближайший год. По инсайдерским сделкам есть покупки и по обратному выкупу акций. В настоящее время компания приостановила эту программу до момента сокращения долговой нагрузки в приемлемом для себя уровне. Подведем итоги всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки. Да, он есть. Если смотреть на диапазон с 2011 по 2020 год, то этот рост составляет практически 11% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается за последние 10 лет в среднем на 8%. Свободный денежный поток, да, растет, в среднем на 14,5%. Долг к собственному капиталу составляет больше единицы. В этом отношении есть все предпосылки, что компания в будущем периоде снизит долговые обязательства. Руководство компании за последнее время серьезно структурировало свой бизнес. Приобретенный актив в конечном итоге сгенерирует прибыль для компании.
и в конечном итоге часть денежного потока будет направлена на погашение долга. Я думаю, что руководство грамотно оценивает и контролирует данное направление, но стоит быть внимательным и отслеживать данную динамику. И справедливая стоимость акций, да, компания в настоящее время недооценена, имея двухзначную норму доходности, что выше средней доходности индекса S&P 500, я склоняюсь к покупке данной компании. Компания заслуживает внимания, она платит дивиденды, имеет позитивный прогноз на будущий период, и стоимость акций находится в справедливых значениях. Также она относится к защитной отрасли, и в настоящее время она не проходит только по одному параметру – это долговая нагрузка. Но я думаю, что с компанией будет все в порядке. Конечно, с приобретением бизнеса и обременением себя долговыми обязательствами она лишила своих инвесторов свободным денежным потоком. И она должна погасить свой долг, и тогда появится интерес со стороны инвесторов, появится спрос и стоимость акций будет расти. Конечно, все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, приглянулась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!